Большая супница, жалко нет крышки. Обычно их покупают либо для цветов, либо кормить собаку. Всем привет, это «Жизнь барахольщика». Кто впервые попал на мой канал, я расскажу, что я покупаю старые вещи и перепродаю. Сейчас суббота, уже 6 часов, стало очень быстро темнеть. Мне позвонила женщина под конец рабочего дня, сказала, что разбирает квартиру, и у нее много-много старых вещей. И попросила приехать в выходные, так что сейчас рабочий день закончился, и я еду к ней домой купить старые вещи. Раньше, когда я покупал и ехал на адрес, всегда ждал, что какой-нибудь там купить супер раритет, скрещивал пальцы и всегда готовился к какой-нибудь таинственной штуке, на которой можно разбогатеть. Потому что по всему рынку среди антикварщиков ходят такие истории, что когда приехал человек на адрес, купил какую-то вещь за 5-10 тысяч и продал за миллион, а может быть даже и за 2. Но я уже, наверное, год 6-й езжу по адресам, и первые года 2 я всегда ожидал какого-то. Сейчас я уже еду как обычная какая-то рутина. Приезжаешь, покупаешь стандартные вещи. Всегда, конечно, есть маленький шанс купить что-то такое супер эгегей, потому что истории столько, они переходят из уст в уста по всему рынку, что кто-то разбогател и стал очень богатый, и купил помещение на первом этаже и сдает его в аренду, купил квартиру и сказочно разбогател, миллионы долларов. Но пока у меня такого не было, так что я еду, посмотрим, что там будет, какие вещи. И вот такие вот истории. Посмотрим, может быть, в этот раз меня ждет удача, я куплю картину и продам ее за $1 миллион. Либо какую-нибудь статуэтку, или какие-нибудь непонятные вещи музейного уровня. А подносика не было к стопкам? Там еще обычно у них комплект такой графин идет большой. Нет. И поднос. Угу. Так, пишем Пушкин. Пушкин, ну я думаю, что в районе 1000. Да, Чехов. Чехов 400 рублей. А вот эти кофейные пары, они по 100 рублей идут. Кофейная пара 100 рублей. Да, вот Две эти кофейные штуки, пары, они по 200 200 рублей. В смысле, 200 рублей одна чашка. Пара. Чашка блюдца. Да, Значит, это 200 200, или это 200? а эти уже 400 вот. Это 200 400. плюс 400. Угу. Ложка 250 грамм, да? Да, где-то в среднем 1500. За все. Нет. Ну, позиция. ложка. Здесь надо смотреть. Здесь просто как бы это... Это какая, 875-я? Да. На самом деле рублей по 700, наверное, да? По 800, как бы так вот. Позиция. Ну хорошо, давайте 800 на сколько 9. там? На 9. На 9, 700, 7200. Так, рюмки по 600, да? Да. Ну да, 6 там, штук, 6 да? на 6 36. да, и там ножи, грубо говоря. 603, 600, а ножи? Это до 4000 можно. Просто как бы округлить вот это. Все часы, мишка, и сколько там рублей? Не, рублей 300. Да. Там будет малейший скол на каком-то хрустале, его сразу можно выкидывать просто вот. Ну, у нас так обычно и получается. Пока еще довезешь, там половину тоже. Маленький скольчик и все. Да, Смотрите, так вот весь пакет 500 рублей можно предложить. Без книжек. Ну, давайте без книжек. Да. да, книжки там. Потому что вот феды эти по 200 рублей идут, это 25 рублей позиция. Давайте. Вещи-то простые и ну, самые заурядные. Вот часы интересные у вас висят. Часы, да, это вот у мужа наследство, он их не отдает. Я бы отдала бы. Посмотрим более подробно, что мы купили на этом замечательном адресе. Начнем с самого интересного. Это серебряные стопки Кубачи 875 пробы. Вот здесь клейма стоят. Где здесь еще, может быть, на донышке должно клеймо стоять. Сейчас посмотрим. Их мы купили по 600 рублей за штуку. Цену назначили приблизительную. Сейчас посмотрим, сколько они весят. Это вот 50 грамм. Вторая стопка. Вот 100 грамм. Вот 100, 200, получается 300 грамм мы купили за 3600. Это получается по 12 рублей за грамм. Подстаканник мельхиоровый скань 300 рублей. Немножко помятый, с дефектами, но в целом приличный. 7 серебряных ложек 875 пробы и 2 вилки 84 пробы 1867 год. Их купили мы по 800 рублей за каждую, 9 штук получилось на 7200. Сейчас взвесим, какой вес получился у этих ложек и вилок. Вилка 66 грамм, ложка 64, ну в среднем 65. 585 грамм
И мы их купили за 7200. 7200 делим на 585. Получилось тоже по 12 рублей. Ей особо они не нужны. Она даже как-то серебро, не серебро отреагировала легко. 10 мельхиоровых ножей. Мы их обычно покупаем по 30-50 рублей за штуку. Не помню у вас, сколько ему вышло. И вилка. Это глубокое серебрение. И просто Европа. Фотоаппарат FAT 4. 300 рублей мы его приобрели. Фотоаппарат Canon. Nikon. Их мы берем, просто их в довесок взяли. Две такие фляжки. Ну, их это сувенирные. Их цена 300 рублей, 200. Мы их обычно по 50 рублей покупаем. Такие фотоаппараты у нас как бы тяжело продаются. Но тоже покупают, правда, очень редко. Часы мы оценили в 300 рублей. Они очень частые, продаются по 1500. Соусник с каким-то сумасшедшим сколом. Наверное, когда его везли, уже откололи. Чехословакия. Блюда. Ну, они недорогие, мы их рублей по 300 продаем. Польша. Целая серия каких-то фарфоровых подносиков. Ну, тоже рублей по 300 продадим. Деревянные шахматы. И ух, как обидно, что не хватает одной пешки. Еще одна фигура пластиковая. Большая супница, жалко нет крышки. Это тоже Чехословакия. Обычно их покупают либо для цветов, либо кормить собаку. Большая скатерть. Плюшевая такая, перламутровая, переливающаяся. Тоже взяли за 300 рублей. Ну, продастся 1000 за 1,5, за 2. Телефоны, которыми уже давно не пользуются. Nokia, Texet, еще Nokia. И зарядное устройство к ним. А это даже современное. Нам такая пригодится. Самые распространенные янтарные бусы. Купили за 200 или 300 рублей. Подарок от губернатора. Вообще непродаваемая вещь. Все, кто видит, такой же приносит нам потом. Две чайные пары. Олимпиада Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Такие продаются по 1000, по 1500. Кто-то пытается дороже продать. Чайные пары Ленинград, Кобальт, золочение. Тоже ЛФЗ. Две штучки такие. Чайник с подносом. Жалко нету чашечек. Это у нас кахла. А вот уже паутинка пошла посередине по дну. Ну, такая вещь не особо интересная. Хотя поднос Дулева. Да, это разные наборы. А так с виду казалось, что один от одного. Антон Павлович Чехов. Это у нас гипс. Художник. Кфона. СК. Калядин. Обалденный бюст Александра Сергеевича Пушкина. Дар случайный, дар напрасный. Жизнь, зачем ты мне дана, или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной власти из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, в сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однодневной жизни шум. 1949 год. Дадыкин. Монумент, скульптура. Офигенно. Договорились за 1000 рублей. Вот такой вот необычный, хороший адрес. Все остались довольны. Мы купили, не знаю, получается около 800, почти килограмм серебра. Все это обошлось нам 15 000 рублей. Барахольчик очень доволен. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, дизлайк, напишите комментарий. Напишите, что вам понравилось, напишите, что не понравилось. До новых встреч!